Немолодой мужчина взял свою маленькую кастрюльку с кашей и вышел из дома. В конце улицы стояли контейнеры с мусором. Бродячие собаки, увидев мужчину, бросились к нему навстречу. «Без косточек сегодня, только ложка тушенки да каша», — приговаривал Михаил, насыпая собакам еду. «Зарплату опять задерживают». Подружески делился он своими проблемами с бродягами. «Как только получу, куплю вам костей», — обещал он, как будто извиняясь за невыполненные обязательства. Михаил жил один, работал сторожем на овощной базе. Этой организацией управлял человек хороший, но жадный. Свои, честно заработанные, выпрашивать нужно было. Числился Михаил на минималке, остальное хозяин в конверте выдавал. Вот за этим конвертом и приходилось бегать, а угощение дворовым псам покупать получалось только с этих денег. Но в остальном Михаил был доволен. Работа не пыльная, воровать желающих не было, побаивались хозяина. И Михаил спокойно сидел на посту с книгой, иногда и с бутылочкой чего-то алкогольного. Привык запивать свое одиночество каким-нибудь градусом. Когда-то в молодости у него была невеста, собирались пожениться. Хорошая девушка, любила его очень. Михаилу всегда было о чем поговорить с Юлей. Она и в футболе разбиралась, и книг много читала, и музыку они одинаковую слушали. Вроде все хорошо у них шло, и Михаил ее любил, но показалось ему, что слишком простая для него Юля. А тут встретилась Марианна, вызывающе одетая, веселая, все друзья были ей очарованы. Михаилу показалось, что в ней есть именно то, чего не хватало в Юле. Однажды они выпили в общей компании и провели ночь вместе с Марианной. Честно сказать, ничего особенного Михаил не почувствовал. За красивой внешностью девушки скрывалась пустота. Даже поговорить с ней не о чем. И Михаил забыл об этом. Больше не испытывал судьбу. С Юлей решил свое будущее строить, убедившись, что между ними настоящая любовь. А через месяц снова появилась Марианна и сказала, что она беременна. Собственно, эту новость она сообщила не только будущему отцу, но и всем знакомым. Михаил не знал, что и делать. Он понимал, что любит Юлю и хочет жениться на ней, а что делать с незапланированной беременностью из-за случайной близости, он не знал. Но размышлять ему не дала Юля. Она узнала об измене и ушла от него. Михаил из чувства долго женился на нелюбимой девушке. Такая шикарная красавица с интересным именем Марианна в домашних условиях без макияжа и каблуков оказалась страшненькой не только внешностью, но и характером. Со временем Михаил понял, какую он совершил ошибку. Жить ради ребенка с женщиной, с которой разные взгляды на жизнь, было невозможно. Сына по настоянию жены назвали Ричардом. Он должен был вырасти знаменитым и уехать в Европу, как надеялась Марианна, которая вместо перспективного мужа-бизнесмена получила спивающегося инженера. Михаил, когда познакомился с будущей женой, занимался маленьким бизнесом. Продавали электронику с другом. Только начиналось это дело, и шло у них хорошо. Для Марианны это был выгодный муж. Но после замужества он начал прикладываться к рюмке и забросил бизнес. Устроился инженером, разочаровав ожидания супруги. Жена постоянно пилила его, требовала больше денег, а у Михаила не было никакого желания выкладываться, чтобы взбалмошная супруга покупала себе дорогие вещи. А когда ребенок родился, парень и вовсе упал духом. Уж очень Ричард был похож на его друга, но Марианна с пеной у рта отрицала это. Так в скандалах и жили, пока сыну год не исполнился. Муж приносил домой среднестатистическую зарплату и бутылочку водки, а жена несла ему очередные претензии. Михаил категорически не удовлетворял ее богатые амбиции, а она не соответствовала его представлениям о жене, которая должна готовить, кушать и создавать уют в доме. Он считал, что раз уж жена не работает, то он имеет право требовать от нее какие-то минимальные вложения в семейную жизнь, хотя бы в качестве вкусного ужина. На замечание жена говорила, что у нее все время уходит на сына, но мужчина отмечал, что на салоны красоты у нее есть время, и сын больше с бабушкой времени проводит, чем со своей матерью. Может, и длилась бы эта история еще долго,
ведь Михаил ради сына терпел. Но однажды, придя раньше с работы, он застукал жену со своим другом, тем самым, на которого был похож якобы его сын. Только совсем баран теперь мог бы поверить, что это действительно сын Михаила. Мужчина только убедился, что его подозрения были оправданными, и он выгнал жену вместе с сыном. Пусть друг обеспечивает Ричарду выезд в Европу и походы в салон красоты Марианне. С тех пор Михаил жил один. Поначалу начал пить сильно, из-за этого и работу инженером потерял. Потом взял себя в руки, но особого желания налаживать свою жизнь не было. Он во всем разочаровался и не видел смысла в жизни. Нашел работу сторожем, где не нужно думать головой. С людьми минимум общения, и график его устраивал. Иногда пивко купит, выпьет, никто и не заметит. Уже 20 лет прошло с тех пор, как никто мужчину дома не встречает. Ни скандалом, ни теплым словом. Одну радость для себя нашел: подкармливал бродячих собак. С ними можно поделиться своими мыслями о жизни, и они даже не облают, если во взглядах не сойдутся. Вот с ними у Михаила была обоюдная любовь. Спокойное существование мужчины нарушил вновь объявившийся Ричард. Парень вырос, о неудавшемся отце он не вспоминал до теперешнего времени. А тут, видимо, осознав в свой 21 год, что ему до Европы так же далеко, как и его маме, решил попытаться что-то выбить из отца, который так и остался по документам. Михаил неожиданному гостю не был рад. Ричард напомнил ему о прошлом, о потерянной любви, об ошибках. Снова переживать ту боль, предательство и разочарование совсем не хотелось, но парень зашел издалека, а еще с бутылкой коньяка. Поговорили по душам, как думал мужчина, а на самом деле у молодого человека была другая цель. Но о ней Михаил узнал не сразу. Ричард стал часто заходить в дом к бывшему отцу и каждый раз приносил с собой выпивку. Разговоры одни и те же, жалобы на несправедливости жизни, на трудности. Вскоре Михаил обратил внимание, что соседи странно на него смотрят, и даже, как ему показалось, сторонятся его. Но он не придал этому особого значения. У него была своя отдушина, собаки, а еще и Ричард с его целебным зельем. Запивал Михаил свои проблемы рюмочкой напитка, принесенного молодым человеком. А однажды Ричард пришел к Михаилу с шокирующим сообщением. «Так, папочка, домик твой на продажу выставляю». Так вот оно в чем дело. Михаил отставил рюмку. Какой смышленый вырос, весь в мамку пошел. Иди-ка ты к своему родному папочке, продавай его жилище, а на этот дом я тебе разрешения не дам. А тебя и спрашивать никто не будет, засмеялся Ричард. Ты у нас невменяемый, а значит решение буду принимать я. И парень протянул Михаилу справку. Мужчина хотел взять ее в руки, но тот одернул, только объяснил, что это официальный медицинский документ, который подтверждает, что мужчина невменяемый. Михаил это так оставлять не хотел. Уже один раз его эта семья обманула, второй раз попадаться на ту же удочку он не собирался. Хоть долгое время в сторожах сидел, но совсем дураком не был. Узнал о своих правах и позвонил своему так называемому сыну. «Я свои права знаю», — сообщил он. «Пойду и докажу, что твоя справка такая же липовая, как и ты мне сын». Вскоре прибежал Ричард с примирительной бутылкой. «Да чего ты ругаешься?» — успокаивал Михаила молодой человек. «Давай договоримся. Я уже с твоей мамой договорился один раз. Больше не хочется повторять», — отрезал мужчина. Ричард все-таки разлил по стопкам водку, уговорил Михаила выпить с ним, чтобы успокоиться. Начал жаловаться на свою горе-мамашу, которая все в жизни пытается устроить, никак хорошего мужа себе не найдет, занимается своей личной жизнью, а на сына ей плевать. Папа настоящий тоже не особо рвется помогать сыну, у него своя семья. А парню нужно о будущем думать. Еще про детские травмы заговорил. Михаил, конечно, пожалел молодого человека, но посоветовал ему самому решать свои проблемы. Взрослый же, уже и работать можно. Сейчас столько возможностей, что грех жаловаться. «Эгоист ты, дядь Миша!» — злобно выкрикнул Ричард. «Ты уже свое отжил на базе в своей сторожевой будке и доживал бы остаток там. А ты бы мужиком становился,
а не жаловался на мамочку, ответил мужчина и выгнал пацана из дома. Сам почувствовал себя плохо, подумал, что перенервничал сильно, прилег отдохнуть. На следующий день соседка тревогу забила, что возле двора Михаила собралась свора собак. Вели они себя взволнованно. Женщина испугалась, что могут и агрессию проявить. Начала стучать к соседу, чтобы тот прогнал свою стаю, знала, что Михаил подкармливает их, но никогда не видела, чтобы эти дворняги так под домом выли. В итоге зашла в открытую дверь и увидела, что сосед лежит без движения. Вызвала скорую. На следующий день Ричард объявил всем, что его отец скончался. Злоупотреблял алкоголем много. Похороны на следующий день назначил. Сказал, что из морга нужно побыстрее забрать, иначе платить нужно будет. И через день на похороны уже собрались с ним многочисленные соседи и ребята с работы. Узнав о смерти Михаила, приехала и его бывшая невеста Юля со своим взрослым сыном. Захотела проводить в последний путь своего бывшего жениха, которого, как оказалось, она так и не прекращала любить. Приехали они, когда уже все разошлись. Спросили у людей, где именно похоронили Михаила, и направились в ту сторону. Когда пришли на место, то от увиденного потеряли дар речи. Никогда такого себе представить не могли. Вокруг свежей могилы свора собак неистово разрывала землю. Женщина испугалась, что собаки бешеные. Хотела поскорее увести сына подальше от неприятностей, но молодой человек остановил ее. «Собаки не сумасшедшие», — взволнованно проговорил парень, «они просто так не будут рыть землю». Он, не обращая внимания на опасения матери, подошел ближе к могиле. Одна из собак обернулась к нему и заскулила. Молодой человек бросился к могиле и начал вместе с собаками разгребать землю. Мама все поняла и тоже поспешила присоединиться к ним. Собаки, глядя на людей, еще быстрее заработали лапами, раздирая их до крови. Хорошо, что те, кто закапывали могилу, не слишком озаботились тем, чтобы тщательно утрамбовать ее. С трудом, но достаточно быстро, люди с собаками разрыли землю и добрались до гроба. Молодой человек расковырял дыру в крышке и замер. Собаки бегали вокруг могилы и лаяли, женщина стояла вверху, тяжело дыша, а парень дрожащей рукой прикоснулся к лицу мужчины. Михаил застонал и открыл глаза. «Скорую!» — закричал молодой человек. «Мама, вызывай скорее скорую! Скажи, что живого человека похоронили». Приехала бригада скорой помощи, помогли вытащить мужчину из могилы и забрали его в больницу. Люди, еще не успевшие прийти в себя после похорон, уже знали, что умерший оказался живым. А Ричард, услышав об этом, сразу же сбежал с деревни. В больнице врач сообщил, что мужчину накачали сильными транквилизаторами вместе с алкоголем. Чудом он выжил после таких доз. А еще большим чудом было то, что его вообще вытащили из могилы. Если бы не собаки, так никто бы и не узнал, что живьем закопали человека. Мама Ричарда приходила в больницу просить Михаила за своего сына. Но там наткнулась на Юлию, которая выгнала ее, пригрозив еще большими проблемами. Михаил некоторое время лежал в больнице, отходил от случившегося. Юля все это время была с ним. Заботилась, чтобы врачи сделали все возможное, чтобы мужчина побыстрее выздоровел. Неделю мужчина был в тяжелом состоянии, потом его перевели в обычную палату. Как только он смог разговаривать, попросил прощения у своей бывшей невесты, которая не отходила от него. «Прости, дурака», — плакал Михаил от переполнявших его эмоций. «Всю жизнь корю себя за эту ошибку. Без тебя смысла жить не было. Кто мы такие, чтобы не прощать обиды друг другу?» Улыбнулась Юля. «Если даже Бог прощает нам наши грехи. Я столько времени упустил», — сокрушался Михаил. «Моя жизнь закончилась задолго до того, как я оказался в том гробу. Она закончилась, когда я потерял тебя. Ты, наверное, все это время на меня в обиде была. Да, я давно поняла, что засорять свою память обидами не стоит, иначе места не останется для хорошего. А мне никак нельзя было унывать. Мне сына нужно было на ноги поднимать. Значит, ты меня простила?» — с надеждой спросил Михаил. Юля кивнула. Михаил обнял свою любимую
И так они молча сидели, пока в дверь не постучали. Зашел молодой человек, сын Юли. Мужчина, как только увидел его, все понял. По его щеке потекла слеза. «Это Миша, твой сын», — улыбнулась Юля. Михаил и так видел, что парень похож на него. Понял, что предал свою любимую, женился на другой, объявившей, что ждет от него ребенка. А оказывается, что Юля тоже была в положении, но отстаивать свои права не стала. Получается, что своего собственного сына бросил ради чужого. К счастью, хоть они и потеряли много времени, но сошлись и остались жить вместе в деревне у Михаила. А сын уже строил свою жизнь. Остался в маминой квартире. Там у него работа, учеба и девушка любимая, которую он ценил, наученный опытом своих родителей. Молодой человек тоже обиды не держал на своего отца. Мама воспитала его хорошим и добрым человеком. Все могут совершать ошибки, но все имеют право их исправить, и им нужно дать эту возможность. Михаил с Юлей прожили долгую и счастливую жизнь. К сожалению, сына не получилось вместе растить, зато вместе радовались внукам и помогали молодой семье с их детьми. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.